Всем привет! С вами Олеся, добро пожаловать на мой канал. В этом видео я хочу рассказать вам, как мы оформляли наших кошек для того, чтобы забрать их с собой в Канаду. Если вас интересует, как оформлять людей в Канаду, у меня есть отдельное видео, я ссылку оставлю внизу. Мы со Стёпой приехали сюда из Израиля и привезли с собой двух очаровательных кошек. Когда мы пытались понять, как оформлять кошек, какие именно документы нужны, у нас было довольно-таки много открытых вопросов. И в этом видео, после того, как мы прошли весь процесс и успешно привезли наших кошек в Канаду вместе с нами, я хочу разложить все по полочкам и рассказать по порядку, что именно нужно сделать. В этом видео я хочу покрыть формальную сторону процесса, то есть как именно оформлять котов. Про само путешествие, как мы их везли и как они себя вели, я расскажу в другой раз, потому что просто слишком много материала для одного видео. Итак, поехали! Давайте для начала попробуем разобраться, каким сторонам нужны документы наших кошек. С одной стороны, это Канада, куда мы будем импортировать наше животное. С другой стороны, это Израиль, из которого мы будем его экспортировать. Вот, и с третьей стороны, у нас есть авиалиния, которой мы летим, и те государства, через которые проходит наш путь. То есть, если у нас есть коннекшн, допустим, в Европе, то это тоже стоит учесть. Теперь посмотрим по порядку, у каких сторон какие требования. Начнем с Канады. На официальный сайт импорта животных Канады я оставлю ссылку внизу. Вот, и мы идем на этот сайт и смотрим, что именно там написано. Во-первых, из того, что там написано, можно понять, что это совершенно не важно, из какой страны вы едете. То есть есть страны, которые считаются rabies free, то есть страны, в которых нету бешенства, но ни Израиль, ни Россия, ни Украина в список этих стран не входят, поэтому с нашей точки зрения это не важно, откуда мы везем животное. И в принципе, единственное требование, которая предъявляется кошке, которая въезжает на территорию Канады, это чтобы у нее была прививка от бешенства. У кошки должен быть сертификат, в котором есть следующая информация. Читаю с сайта. Этот сертификат должен быть написан на английском или на французском. Этот документ должен быть выписан сертифицированным ветеринаром. Этот документ должен идентифицировать животное. Это включает породу, цвет и вес. Этот документ должен подтверждать, что животное привито от бешенства, включать дату прививки, включать марку и серийный номер прививки и включать срок годности прививки. Если срок годности не указан в этом документе, то будет считаться, как будто прививка действительно на год. Коты дрыхнут и не хотят появляться в видео. Ладно, это требования Канады. Теперь перейдем к авиалиниям и государствам, через которые мы летим. Сначала мы хотели лететь через Европу, но мы узнали, что в Европе более строгие требования для ввоза животных. Например, кроме прививки от бешенства, нужен анализ крови, который подтверждает, что у животного выработались антитела от этой прививки. Этот анализ нужно делать через 3 месяца после прививки от бешенства. И мы не были уверены, что мы успеем это сделать. Поэтому мы решили от греха подальше и просто лететь через Канаду. Наша конечная цель была Ванкувером, и мы просто полетели с Air Canada через Торонто. Следующая сторона, которая интересует документы ваших кошек, это, собственно, страна, из которой вы вылетаете. То есть в нашем случае это Израиль. Эту информацию можно найти на государственном сайте вашей страны. В нашем случае это сайт агрикультуры Израиля, и ссылку на который я тоже оставлю внизу. Когда вывозишь кошек из Израиля, в Израиле потребуется предъявить сертификат о здоровье животного. В Канаде такого требования нету, поэтому я даже не смогла найти подходящую форму, в которой можно все эти данные заполнить. В конце концов, наш ветеринар нам напечатал американскую форму сертификата здоровья и заполнил ее. И она оказалась подходящей и для экспорта из Израиля, и для импорта в Канаду. Ссылку на эту форму я тоже оставлю внизу, я ее откопала на официальном сайте Израильского министерства агрикультуры. Коты не хотят сегодня сниматься вообще. И важно знать, что по требованиям Израиля этот сертификат годен всего на 10 дней. Вот, теперь, когда мы разобрались, кому нужны какие документы наших кошек, можно пройтись по порядку и понять, что же сделать для того, чтобы все как следует оформить.
Итак, первое, что мы сделали, это привить котов от бешенства. В общем, мы это сделали примерно за 3 месяца до отлета. Это не очень принципиально, поскольку для Канады не нужно делать проверку на антитела. Вот, но по требованиям Израиля прививку нужно сделать как минимум за месяц до отъезда. Важно помнить, что с точки зрения Канады срок годности прививки может быть только 1 год, поэтому слишком рано прививку тоже делать не стоит. В любом случае, я считаю, что лучше это сделать за несколько месяцев, потому что и перед поездкой будет больше всяких дел, и не будет времени, и если, не дай бог, кот будет себя плохо чувствовать, там будут какие-то осложнения, то будет время все это наладить перед поездкой. Когда делаете прививку котам, обязательно следите за ветеринаром, что он ввел все необходимые данные. То есть это серийник и название прививки и ее дату. Потому что это та информация, которая вам понадобится, когда вы будете ввозить животное в Канаду. Итак, у нашего ветеринара прививка нам стоила 121 шекель на каждого кота. Плюс на двоих мы заплатили взнос в мэрию. Там же у ветеринара. Я не знаю, почему мэрия берет взнос за эти прививки, но в любом случае. В то же время, как мы сделали прививку, мы решили чиповать наших котов. Мы не были уверены, нужно или не нужно чип в Канаду, хотя на официальном сайте черным по белому написано, что чип не обязательно. Вот, но мы решили это сделать в любом случае. У нашего ветеринара нам стоило примерно 100 шекелей чиповать каждую кошку. Я снова подчеркну, если вы летите через Европу, проверьте все требования, которые предъявляют котам при въезде в Европу, и сделайте все, что нужно, если это проверка на антитела, чипы или какие-то определенные сертификаты, чтобы не было никаких проблем. Следующий этап. Узнаем у нашего ветеринара, если он знает, как оформлять животных для вывоза за границу. Если он не знаком с этой процедурой, я не знаю, если бы я стала рисковать. На самом деле, в заполнении этого документа, этого сертификата о здоровье нет ничего сложного. Просто нужно заполнить все поля. Так, мы нашли ветеринара, который может оформить нам документы на выезд, и за 10 дней или меньше до полета мы идем к ветеринару с нашими животными, он делает какую-то общую проверку здоровья и заполняет нам этот документ. На этом этапе супер важно, чтобы ветеринар эту форму заполнил как следует. Мы сфотографировали требования с канадского сайта, с этим вот пришли к ветеринару и сидели и 10 раз перепроверяли, что там есть именно вся нужная информация. Оформление котов на выезд нам стоило тоже примерно 100 шекелей на кошку. И третий этап. Теперь с этим сертификатом, который подписал наш ветеринар, мы должны ехать к областному ветеринару, чтобы он подписал уже этот документ как от государства Израиль. И с этим уже можно будет выезжать. В Израиле есть несколько областных ветеринаров. Я оставлю ссылку внизу на документ с телефонами и в какие часы они открыты. Туда не нужно заказывать очередь, по крайней мере в Бейт-Даган, но они открыты примерно 4 часа в неделю. И нужно просто туда приехать в те часы, которые они открыты. За оформление у областного ветеринара нужно заплатить еще 38,5 шекелей. Это можно сделать заранее в интернете или когда вы уже приехали туда. Мне тяжело было понять, где именно сидит этот областной ветеринар в Бейт-Дагане, потому что точного адреса там не было. Это вроде как ветеринарный госпиталь при университете. В общем, я еле его нашла. И чтобы вам было удобнее, я оставлю внизу точные координаты этого места, где он находится. Вот теперь у нас есть подписанный сертификат. Где же он понадобится? Он понадобится, когда вы делаете чек-ин в вашей авиалинии. С кошками вы не сможете сделать онлайн-чек-ин, вам придется физически прийти на каунтер. Вот там вы предъявляете этот документ и своих кошек. И в следующий раз он вам понадобится только уже, когда вы прилетите в Канаду и пойдете на таможенный досмотр. Там придется снова предъявить этот сертификат и котов. Там за импорт котов с вас возьмут взнос 30 канадских долларов за первое животное и плюс 5 канадских долларов за каждое следующее и плюс налог. В общем, примерно 40 долларов мы заплатили за 2 котов. Вот. В общем, общая стоимость оформления животного у нас получилась примерно 500 шекелей на каждое. В плане оформления кошек уже на территории Канады, суровая тетя на таможне в Торонто сказала нам, что нужно будет зарегистрировать котов, когда мы приедем в нашу провинцию. Вот, но я гуглила и, в общем, для Британской Колумбии я не нашла, что нужно регистрировать кошек каким-то образом. Есть провинциальная база данных для регистрации чипов котов, и в конце концов мы там зарегистрировали наших кошек. На эту базу данных я тоже ссылку внизу оставлю. И, кстати,
Если вы будете этим пользоваться, не забудьте включить в браузере всплывающие окна, потому что иначе у них там сайт не работает. И бонус, если вы будете записывать своих котов в эту базу данных, я нашла в интернете купон со скидкой на регистрацию. Так, регистрация стоит где-то $45 на животное на всю жизнь животного. Там скидка примерно 20%. Я не буду здесь выставлять этот купон, потому что это немножко некрасиво. Он не предназначен для простых людей, но подсказка его очень легко найти в интернете. Вот, это примерно все про оформление котов для экспорта-импорта в Канаду из Израиля. Если это видео было вам полезным, пожалуйста, ставьте лайки, чтобы оно дошло до большего количества людей. Как я сказала про наше путешествие с котами и как они себя вели, как они себя чувствовали, я сниму отдельное видео. Подписывайтесь на мой канал, я буду снимать еще видео про иммиграцию в Канаду и переезд. С вами была Олеся, баюш!